Привет! Это вторая часть истории о моих комиксовых и гик-похождениях в Барселоне. Если вы не видели первую часть, а судя по просмотрам его мало кто видел, то переходите вот здесь по подсказочке и узнаете, как все начиналось. А здесь я хочу рассказать о том, какие интересные штуки я нашел и решил добавить в свою коллекцию. Начать я хочу с довольно необычной вещи. Это фигурка мобильного костюма Гандам. Если вы увлекаетесь манго и аниме, то мне вам рассказывать нечего, вы знаете, что это такое. Если же вы не увлекаетесь манго и аниме, то, возможно, вы слушаете русский рэп и знаете такого рэпера, как Ганфлат, у которого была в свое время строчка: «Тупая сука бута пятикантроп, на мне мобильный костюм, это Гандам». Так вот, он читал именно про эту штуку. Если же вы не увлекаетесь ни манго, ни аниме, ни русским рэпом, то что вы делаете на этом канале? Гандам по задумки авторов это боевой робот, то есть эта штука является роботом, в которого садится человек и управляет им. Но чтобы просто не называть это роботом, они решили назвать это мобильным боевым костюмом. Линейка Гандам, она бесконечно огромная, там большое количество вселенных, вариаций, сиквелов, приквелов и продолжений, и, соответственно, огромное количество вот таких вот конструкторов, из которых можно собрать подобные фигурки. В чем прелесть этого конструктора? Чтобы его собрать, во-первых, не нужны никакие инструменты, то есть все детали слитника можно спокойно открутить без усилий. А во-вторых, что самое главное, ее не нужно ни клеить, ни красить. То есть все, что нужно, для чего могут пригодиться здесь прямые руки, это наклеить наклейки. Все. Остальное все собирается по инструкции. Здесь огромное количество точек артикуляции, то есть это не просто фигурка-полисборник, которую вы поставили на полку, и она стоит. Нет, здесь ее можно взять, покрутить, настроить позу, скомпоновать с какой-то другой фигуркой из другой серии. Можно купить специальный такой каркас, который увеличит количество точек артикуляции, то есть появится возможность, например, разгибать в коленях ее, потому что здесь этого нет, она двигается только от бедра и стопа. Почему мне так захотелось купить этот наборчик? Во-первых, он стоил недорого, всего 9 евро, в отличие от больших наборов. Я не знал, будет ли мне интересно собирать такое, потому что я знаю, что, например, мне нравится собирать лего, и мне абсолютно точно не будет интересно собирать фигурки Вархаммера и красить их, и клеить их. Вот это все, потому что это слишком трудозатратно, энергозатратно, и я не настолько усидчивый, руки у меня не настолько прямые. А вот эта вещь, она довольно проста в освоении, есть огромное количество вариаций, и каждый может найти что-то себе по вкусу. Есть вот такие вот малютки, есть большие наборы, есть очень большие наборы. Есть огромная фигурка 1 к 1 в Японии на заводе, где производятся вот эти игрушки. И в принципе, если вы хотите вкатиться в линейку Гандамов, то я вам советую, наверное, начать вот с таких вот малюток, чтобы точно понять, нравится вам, не нравится вам. Если вам нравится, вы уже можете купить набор побольше, где более большая фигурка, у которой большее количество деталей, у которой большее количество точек артикуляции, которая выглядит чуть прикольней. Если вам понравится и это, и вы решите угореть, вы можете начать их там перекрашивать, кастомизировать, доносить какие-то боевые повреждения. Вы можете вбить на YouTube Гандам сборка или Ганпла сборка и увидеть огромное количество видео о том, как люди собирают этих роботов, потом разбирают, наносят им кастомизацию, покрас, боевые повреждения, создают диорамы для всего этого. И это все просто залипательно. Когда был карантин и я болел ковидом, я так для себя и открыл эти наборы, и с тех пор вот у меня бродила идея о том, что, хочется попробовать, хочется прикупить. И вот теперь я реализовал свою такую маленькую мечту. У меня есть первый, я надеюсь, не последний мобильный костюм Гандам. Продолжая японскую тематику, нулевой том манги Джуджутсу Кайзен, она же «Магическая битва». Я решил прикупить этот томик, потому что его еще нет на чешском и на русском, как я думал на момент покупки. А уже потом, прикупив, я почитал новости спустя пару дней и увидел о том, что на русский все-таки переводят Джуджутсу Кайзен и переводят нулевой том. На чешском нулевой том я еще не видел, пока что есть только вот первый и второй тома. Но я решил, что будет прикольно, пока есть возможность, прикупить на испанском языке, прочитать. Это приквел основной истории. Возможно, вы смотрели аниме. Так вот, после аниме вышел полнометражный фильм анимационный, который как раз базируется на этой манге. В ней нет какой-то коллекционной ценности. Это обычный формат
манги, который издается в Испании. Советую ее на самом деле почитать, потому что можно подумать, зачем мне читать приквел к основной истории. Персонажи, которые здесь появляются, сыграют далеко не последнюю роль в следующих сезонах аниме «Магическая битва». Следующая манга чуть более интересная. Это Slam Dunk. На русский официально не переводилось. Неофициальный перевод «Королевский бросок». Манга про баскетбол с авторством Такихико Иноуэ. Почему я решил ее себе купить? Ну, во-первых, давайте честно. Очень красивая обложка. Она меня сразу зацепила, когда я ее увидел в магазине. Я подумал, что будет прикольно заиметь себе такой томик в коллекцию. Второе. Такихико Иноуэ – это автор великолепной манги «Бродяга», также известный как «Вагабонд». В-третьих, про эту мангу рассказывали в подкасте Trash Taste, он же «Трэшовый вкус» переводится на русский. И ребята, которые ведут этот подкаст, сказали, что здесь просто великолепная последняя глава, и что это одна из лучших спортивных манг, которые они читали. Лучше ли это спортивная манга? Ну, спорно, потому что я начал читать Slam Dunk уже после того, как я купил этот первый том. И у нее очень своеобразный темп повествования, очень такая своеобразная старая рисовка, но местами попадаются просто великолепные огромные раскадры, где все очень детально, чтобы вот прям зафиксировать какой-то момент, и вот за счет этого она прикольная. Возможно, она дальше раскочегарится, я просто еще не прочитал. До этого из спортивных манг я прочел только волейбол, и я остался под огромным впечатлением. В параллели с Slam Dunk я начал читать Терема Blue Lock, и она очень сильно отличается и от волейбола, и от Slam Dunk. Так что я еще не могу сказать, что это лучшая спортивная манга всех времен и народов. Я могу только сказать то, что Такихико Иноуэ – это очень хороший автор. Я надеюсь, что он закончит «Бродягу», и мы увидим нормальное окончание истории. И надеюсь, что вот эта манга меня не разочарует, и когда-нибудь у меня получится собрать все тома, потому что, на полке это смотрится очень красиво. Следующая манга, которую я хотел бы рассказать. Да, я помню, что этот канал изначально задумывался про комиксы, но я также очень сильно люблю читать мангу. Это манга Spriggan. Вы уже можете заметить, что она по формату отличается. Это увеличенный формат по сравнению с обычными томиками манги. С ней я нарушил свое основное правило. Обычно я не покупаю комиксы или мангу до тех пор, пока я с ними не ознакомлюсь. То есть я сначала читаю произведение, и если оно мне нравится, я его покупаю. С мангой это особенно важно, потому что она имеет свойство скатываться где-нибудь к середине, к концу, а у тебя уже куплено несколько томиков, и у тебя вот получается история незаконченная. Но вместе с Сприганом, с первым томом, шел довольно интересный, прикольный атрибут, который меня зацепил, и я решил такой, ладно, была не была, может даже манга мне не понравится, но у меня будет прикольная такая штучка, которая будет меня радовать. Я говорю вот об этой вещи. Это DocTag, на нем написано May peace prevail on whole earth, то есть да будет мир на всей земле, и Spriggan. И это напрямую отсылает нас к сюжету данной манги. Во вселенной манги Spriggan существуют могущественные артефакты. Они настолько сильны, что могут в неправильных руках, как минимум, стереть человечество с лица Земли. И существует специальное подразделение сприганов, которые эти артефакты от злобных ручонок защищают. Сюжет не то чтобы какой-то прям необычный, рисовка в манге не то чтобы сильно необычная, но вот этот слоган «Да будет мир на всей земле», он настолько сильно во мне внутри срезонировал на фоне происходящих событий, что я просто не мог пройти мимо. И каждый раз, когда я смотрю на этот DocTag, на этот значок, он меня приободряет в каком-то смысле. И завершая тему манги на сегодня, специальный 13-й том манги «Тетрадь смерти». Как вы знаете, сама «Тетрадь смерти» состоит из 12 томов, но существует целых 2 специальных 13-х тома. Вот этот и еще вот этот. Какая же между ними разница? Ну, во-первых, вот этот томик издавался на русском языке, и он состоит из дополнительных комиксов. В нем содержится ваншот, который продолжает основной сюжет. В нем содержится ваншот приквел, прототип основного сюжета, то есть вы можете узнать, что изначально хотели написать авторы и как это отличается от основного сюжета манги. Здесь же, ребята, здесь есть вещь, ради которой я и купил этот томик. Вот это.
Казалось бы, обычный, ну да, красивенький черненький конвертик. В чем его ценность? В этом конвертике содержится карточка с ответом на самый главный вопрос аниме, манги, Тетрадь смерти. Настоящее имя детектива Л. Называть его, конечно, вам не буду. Это действительно дополнительные материалы. То есть тут из манги как таковой только one-shot приквел, который есть и в том же томике, который издали на русском языке. Тут всякие диаграммки, силы героев, что думают авторы, какие-то комментарии, пояснения, нарративные сюжеты, как рисовали, как придумали. В общем, это действительно классный сборник дополнительных материалов. Я бы очень-очень-очень хотел бы, чтобы его перевели на русский язык, потому что это крутая вещь. А с моим испанским языком я буду его очень-очень долго сидеть и с переводчиком читать и переводить. Но в любом случае я очень рад, что мне получилось выцепить такую достаточно классную вещь в свою коллекцию манги. Ну и на концовочку. Комиксы. Я гулял по магазинам и увидел акцию 1 евро 1 сингл, плюс там довольно были старые синглы. Я подумал, блин, прикольно, можно урвать себе какую-нибудь архивную штуку, так дешево. Первое, что я себе взял, это комикс Грифтер. Не потому, что я большой фанат этого персонажа, просто мне нравится его дизайн. Второе, это сингл Людей X, потому что там очень красивый рисунок, очень своеобразная верстка, и это разговорный такой выпуск между Магнето и Чарльзом Ксавьером. Мне очень понравилось, очень необычно. И последнее, это Фантастическая четверка. Это не самый старый сингл, который я там нашел, там был вообще второй типа выпуск. Но мне понравился именно этот, потому что здесь Доктор Дум, здесь вот этот старенький олдскульный рисунок. В общем, я не устоял и решил, такой, блин, хочу себе старый комикс про Фантастическую четверку, в котором есть Доктор Дум. Пущай будет. Я, знаете, очень фиксируюсь на каком-то суперзлодее. Обычно это один суперзлодей в год, но Доктор Дум это, видимо, то, что я пронесу с собой сквозь года. Мне даже не так сильно нравится Доктор Дум, но тут такая же история, как с Грифтером. Офигенный дизайн, офигенный характер персонажа. Плюс мы все знаем, да, МФ Дум. Тоже легенда, тоже железная маска. В общем, для меня это такая семантическая штука. В общем, я очень рад, что мне получилось достать этот комикс. И это все вещи, которые я приобрел за данную поездку. Я рад каждой единичке, каждой штучке, потому что каждая из них сделала мою коллекцию шире и чуть богаче. Разумеется, я хотел бы потратить чуть больше денег и приобрести какую-нибудь фигурку, например, из комиксов, из манги или из аниме, но они так дорого стоят, это настолько пока что вне моего бюджета. Они такие красивые. Я понимаю, что они не двигаются, что они просто будут стоять и собирать пыль, но... Да что я вам рассказываю? Переходите в мой инстаграм VaniEternal9000, ссылочка есть внизу. И посмотрите, я там недавно выкладывал пост, насколько это красивые, детально проработанные фигурки. Я мог на них просто стоять с открытым ртом, часами смотреть, да, там я чуть ли там... не слюна стекала, а потом я видел ценник в условные 250 евро, у меня перехватывало дыхание и во рту резко пересыхало. Но я отношусь к этому как к дополнительной мотивации, что нужно просто достичь этого бюджета, а потом это опять же мотивация, чтобы вернуться, потому что это далеко не все вещи, которые есть на тему комиксов и манги в Барселоне, далеко не все места я посетил, еще очень многое осталось за кадром. А это значит, что продолжение следует. Спасибо за просмотр. Пока и еще увидимся.